привет! Приветствую всех на 206 Smart Talks. Тема моя – типы страниц. Попробуем пройти все типы страниц и разобрать основные моменты. Немножко о себе. Меня зовут Сергей Дранговский. Занимаюсь ERP-системами около 8 лет. С Navision работаю около 2 лет, поэтому хочу рассказать о своем опыте. Dynamics страниц является основным способом отображения и организации данных. Существуют разные страницы в зависимости от задач. И что же интересного мы с вами сегодня посмотрим? Я хотел бы пройтись по всем типам страниц, рассмотреть их особенности и также примеры использования в стандартной системе. Слева у нас есть Navigate панель по нашей презентации, чтобы мы понимали, в каком разделе мы сейчас находимся. Первый раздел у нас это Cart Page. Cart Page используется для просмотра и редактирования одной записи из таблицы. На странице можно разместить выбранные поля, и пример у нас вот демо-страничка. Как мы видим, 4 поля, выведенных разного типа. Здесь используются группировки, это не обязательно, это дополнительная возможность. Пройдемся по свойствам. Основное свойство, что нас здесь интересует, это Source Table, это записи какой таблицы отображаются, и Page Type, Cart. Рассмотрим стандартные таблицы и стандартные пейджи. Для примера самые простые это Customer Cart, Vendor Cart и Item Cart. Как вы видите, в стандартных таблицах у нас полей выведено больше, присутствуют свои группировки, но основные свойства у нас те же самые. Это Page Type Cart и источник указан в нужной таблице. Следующая страница, о которой хотелось бы поговорить, это List Page. List Page используется для того, чтобы отображать не одну запись, а несколько записей в виде списка. Что мы можем рассмотреть по данному примеру? Тоже создана страница типа List. У нас здесь выведены все записи, которые присутствуют в этой таблице. В режиме разработки мы видим новый элемент, это repeater, он позволяет выводить записи, которые попадают под фильтр. По свойствам таблицы мы видим, что у нас есть property type list и также указан source table. И теперь можно задаться вопросом, а какая же разница между листом и пейджом, если у нас отличается еще только одно свойство? Вот, если еще посмотрим стандартные таблицы, это, например, Customer List, Vendor List, Item List, там во всех присутствует repeater и набор главных свойств тот же. Это Page Type List и Source Table. Но если мы в листе поставим тип страницы карт, система тоже отработает такой сценарий. И вот для примера у нас есть список и список с типом список и карточка с типом список. И список с типом карточка. И здесь можно сыграть в игру «Найди 10 различий». Первое различие, которое мы видим, что у нас отсутствуют фильтры. То есть если в списке мы поставим тип карточки карт, то у нас пропадут стандартные фильтры. Второй момент, который мы видим, то что
в списке с типом карт в пейдже присутствует значение ключа текущей строки. Вот. Вот такие вот будут отличия, если мы тип список изменим на тип карточку в этих двух случаях. Теперь рассмотрим вариант, как же взаимодействует тип список и тип карточка. Взаимодействие здесь очень простое. Список показывает нам массив записей, и мы не выводим все поля, а только самые необходимые для поиска необходимой записи. Дальше в типе список, в типе карточки, типе page list мы указываем card page ID. В слайде вы видите это свойство, оно заполнено значением card page. Это значит что? Что при детальной работе с записью у нас будет открываться уже полноценная карточка, в которой будут отображены большее количество полей. Чтобы это обеспечить, нам нужно, во-первых, указать card page ID и значение editable выставить в no. Нет. Для чего это делается? Чтобы не была возможность пользователя редактировать лист из листа при наличии карточки. Есть списки, в которых карточка не предусмотрена. В этом случае editable должен стоять true. Следующий тип страницы – это ролевой центр. На скрине представлены разные версии. Это Navision 13, Business Central 14, веб-версия и Windows клиент. Страница ролевой центр – это главная страница клиента. И ее можно настроить под отдельного пользователя. Туда можно вывести быстрые команды, которые использует пользователь, статистику необходимую для пользователя. То есть всю информацию, на которой нужно сосредоточиться нашему пользователю. Как происходит работа и тестирование и использование ролевого центра? Во-первых, нужно создать страницу с типом ролевой центр. Как мы видим на скрине, создан пустой ролевой центр, в котором указан только тип страницы ролевой центр. Никакие элементы визуальные не выведены. Вот этого уже достаточно, чтобы его использовать. Как в дальнейшем происходит настройка ролевого центра? Для этого нужно использовать две таблицы. Первое, нужно создать профиль. Профиль включает в себя код ролевого центра. По умолчанию в системе выставляется один дефолтный профиль. Он используется для тех юзеров, у которых не выставлен профиль. Как мы видим в примере в демо-базе, у нас настроено уже несколько профилей для каждого типа пользователя. Например, для администратора, для бухгалтера, для аналитика, для подтверждения документов. У них всех свои ролевые центры. Это колоночка ролевой центр ID. Что мы делаем? Мы создаем строчку с названием профиля демо и указываем ID-шник page, который мы только что создали. Это первый этап. Таким образом мы формируем перечень профилей, которые мы можем потом использовать. Второй этап. Нам нужно присвоить конкретному пользователю его профиль. Для этого используется настройка User Personalization. С листа мы открываем карточку данной настройки и для конкретного юзера указываем его профиль. Что по итогу у нас получится, если мы проделаем эти действия? По умолчанию у пользователя был пустой профиль, указан в настройках, поэтому использовался дефолтный
Это слева на картинке ролевой центр, который наполнен командами и информацией. Справа пустой — это тот, который мы только что создали и который будет отображаться пользователю, когда он перезайдет в систему. Здесь мы рассмотрим пример стандартного ролевого центра, который наполнен информацией. Мы видим, как он выглядит. Есть у него иконки, есть информация, есть таблицы. В конструкторе это выглядит группировкой других элементов. И по основным настройкам, которые мы пройдемся, это page type, role center указан. Этого достаточно для того, чтобы создать страницу этого типа. Следующий тип страницы — card part. Part card. Она используется для фактбоксов на других страницах. Это позволяет нам просматривать или редактировать дополнительные поля и дополнительную информацию, которая связана с выбранным объектом. Например, сейчас на скрине у нас есть фактбокс картинка, это 346-я пейджа, которая отображает изображение товара, с помощью которой можно подгружать изображение под конкретный товар. Что мы видим по основным настройкам? Ну, во-первых, эта страница является уже подчиненной страницей в главной. Главной страницей у нас выступает карточка товара. И в разделе Factbox мы указываем данную пейджу и ее айдишник. Какие здесь основные моменты? В том, что мы в Item Picture Properties, это настройка подчиненного элемента, это справа на слайде, мы должны указать линк, по которому информацию с фактбокса мы будем соединять с информацией в главной странице. У нас фактбокс и главная страница имеют один и тот же тип таблицы, это item. Мы просто фактбокс используем для отображения конкретного поля. Есть и другие примеры использования этого типа страниц. Вывода информации, которая содержит там несколько полей. Это стандартный пример. Мы используем статистику по кастомерам. И мы здесь видим, что принцип тот же. Мы добавляем на главную страницу подчиненный элемент. Здесь у нас properties, link тоже присутствует. Мы связываем кастомера с главной таблицей и с таблицей в нашем фактбоксе. Это обеспечивает отображение информации по конкретному кастомеру. Следующий тип таблицы — это list part. Для чего она используется? Она отображает содержимое таблицы в форме списка. Тоже можно использовать как в фактбоксах, можно использовать на ролевых центрах. Также можно использовать как часть другой страницы. Здесь мы на примере видим мои поставщики. Это часть ролевого центра. Сама пейджа — это 9151. Там выведено 4 колонки. Это все в репитере, то есть мы выводим несколько записей. И линковка на ролевом центре происходит без указания каких-то либо связей, потому что на самой карточке прописана логика по выводу наших поставщиков. Но в то же время, это второй пример, мы можем выводить информацию, которая слинкованная с основной таблицей.
Здесь на примере у нас есть атрибуты товара, и в данный фактбокс показывает атрибуты, которые подвязаны под карточку, текущую карточку. List part page type. Это у нас тип страницы, который показывает и позволяет редактировать записи, привязанные к основной таблице. Часто используется в документах. Пример: документы мы рассмотрим позже. Мы сейчас рассматриваем часть этого функционала, а уже документы мы рассмотрим на следующем этапе. Структура этой пейджи. Мы видим на примере, мы можем указывать там репитер, который выводит несколько записей, и итоги, которые отдельными полями просчитывают статистику. Линковка на главной таблице происходит также по соответствующим ключам. То есть мы показываем строки документа, которые привязаны к хедеру в открытой карточке, в открытом документе. Что здесь у нас по свойствам есть? У нас есть тип page, источник, связь. Это, в принципе, основные значения, которые нас интересуют. Тип страницы документ. Документы используются для фиксации хозяйственных операций, для чего, в принципе, и предназначена учетная система. Здесь у нас связывается несколько таблиц. Главная таблица имеет префикс header, подчиненная таблицы имеет также название лайны. На таблице к хедеру подвязываем лайны. Линк, который используется, мы уже упоминали в предыдущем этапе. Вот. Поэтому можем перейти к следующему типу таблиц. Worksheet page. Рабочие листы, они используются для журналов. Для примера в стандартной системе сделал фильтр по пейджам, что отвечают за работу журналами. Вот эти все страницы есть типа worksheet. Рассмотрим более детально некоторые примеры. Сейчас мы рассмотрим, например, главную книгу, журнал. Что мы здесь видим? В структуре, в режиме разработки мы видим репитер, видим дополнительные поля, которые используются. По свойствам у нас, опять же, указывается page type. У нас есть дополнительно source table указывается. Это, в принципе, нам достаточно. Визуально тоже есть пример, как это выглядит в клиенте. Можно еще вспомнить о delay insert property. Здесь оно выставлено, значение есть. Оно указывает, когда происходит вставка записи в таблицу. Нужно ли пользователю выходить из записи или достаточно сменить поле, что отвечает за ключ. Еще один пример worksheet – это у нас item journal. Структура в разработке та же самая, есть репитер. Визуально никаких особенностей нет, и по свойствам
тоже для примера, для ознакомления на слайде справа. Диалоги. Confirmation Dialog. Используем мы ее для отображения. Сейчас, секундочку. Для отображения сообщений или запроса пользователей с подтверждением. Например, в ходе какой-то проверки либо учета документа у нас возникают ситуации, когда пользователю нужно отобразить информацию, которая на текущий момент введена, и пользователь должен принять решение, продолжать дальше учет или не продолжать. Для этого мы можем использовать как раз вот этот тип страницы. На слайде мы видим примеры стандартных страниц. Они могут быть простые, как просто выведенные поля, так и с подчиненными таблицами, более сложные. Как это все выглядит из-под пользователя, мы посмотрим позже. Сейчас предоставлены настройки. Здесь достаточно нам указать page, тип таблицы. И эта страница может открываться, быть создана как с указанием source table, так и без заполнения этого поля. Визуально это может выглядеть по-разному. Вот как мы видим, может быть только выведена информация из кнопочками Yes, No, или же полями ввода дополнительной информации, либо, как мы видим, переключатели. Это все в режиме дизайнера у нас настраивается. List плюс page. Подобно странице списка, на этой странице отображается содержимое таблицы в форме списка. Разница заключается в том, что тип страницы List Plus может содержать два списка на одной странице и может использоваться в качестве двухмерной матрицы. Для примера демонстрации мы рассмотрим бюджеты. Это один из самых ярких примеров. В конструкторе мы видим, опять же, выведенные поля. Есть у нас дополнительно подчиненная таблица. По свойствам у нас указана List Plus. И, в принципе, data page type. В принципе, этого достаточно. Как это выглядит визуально? Вот пример по бюджетам. Как мы видим, у нас значения колонок изменяются в зависимости, то есть они заполняются динамически. Вот. И как раз вот этот пример с бюджетами хорошо показывает особенности этого типа страниц. Wizard. Navigate Page. Очень часто для процессов, в которых последующий шаг зависит от введенных ранее данных, используется этот тип страниц. Для примера стандартной системы мы для демонстрации выбрали Item Setup Wizard. По свойствам этой формы мы видим, что в конструкторе она состоит из разных групп. В свойствах таблицы указан Page Type, также указан Source Type. Какой вид и как происходит работа в этой таблице? Как вы видите на скрине, есть кнопочки Back и Next. Система позволяет анализировать введенную информацию пользователям и в зависимости от введенной информации выбирать ту или иную страницу. Это может использоваться как в мастерах по настройке, так и в мастерах введения большого массива информации.
Реализация данного функционала на карточке было бы возможно, но не совсем удобно и было бы не интуитивно понятно, на каком этапе какие поля нужно заполнять. Пользователь бы делал ошибки. Диалоги. Standard Dialog. Это простой тип страницы. Он используется, когда пользователям нужно ввести какие-то данные и там, произвольного типа и что-то выполнить. Для примера у нас выбрана страница 511. Это страница изменения обменного курса. У нас, как мы видим, не указан source table, то есть нам достаточно указать, что это тип страницы стандартный диалог, создать глобальные переменные и визуализировать их на этой форме. Информация отображается компактно и используется для ввода любой необходимой информации. Тип страницы Standard Dialog имеет следующие характеристики. Ну, во-первых, он не содержит ленту, то есть она компактная по размерам, и там нет настройки других. Ну, в принципе, компактный вид – это основное преимущество. Вот. Дальнейшие особенности. Какой итог у нас всей просмотренной информации? Когда мы проектируем интерфейс пользователя, нужно использовать все доступные инструменты. Как итог, мы сможем построить более user-friendly интерфейс. А чтобы его использовать, нужно не забывать освежать информацию по таким простым темам. Спасибо за внимание. Сейчас передаю слово коллеге.